Про причины катастрофы, как бы я так понимаю, что ты особо и не столько не хотел углубляться, сколько тебе оно просто неинтересно было. Нет, оно мне было интересно. Интересно? В тот момент было интересно. Всю информацию, которую можно было получить, я получал. Общался с ребятами-специалистами, кто с нами работал. Ну, нет единого мнения. Хорошо, а вот лично ты, вот к какой бы версии ты больше склонился? Все-таки это была проблема с конструкцией, проблема с руками или проблема этого вот советского догнать и перегнать все к 1 мая? Вот Нет, нет. Это, так называемое, все-таки я больше склоняюсь к тому, что это... Ну, никто не мог подразумевать, что человек на такое возможен. способен. Возможен сделать такую глупость. Все-таки человеческий фактор. Все-таки Отсутствие защиты от дурака. Но защиту от дурака как раз и выключили в целях проведения эксперимента. Защита отсутствия двойного дурака. Значит, надо было сделать... Потом же сделали так, что ты эту защиту уже отключить не можешь. Ну, в принципе, да. То есть, ну, я же говорю, никто не мог подумать, что такое может быть. Потому что быть этого не может никогда. Но оно случилось. Но вероятность падения астероида остается. Остается. Ну, значит, и эту защиту от дурака все равно можно обойти. И сразу в продолжение второй вопрос. Считается, ну как, я даже неправильно сказать, не считается, а многие говорят о том, что Чернобыльская катастрофа это была не только техногенная катастрофа, но еще и информационная катастрофа. Насколько это правда? Информационная катастрофа в плане отсутствия информации, в плане обмена информацией между станциями, обмена опыта, что вот... Значит, ничего не могу сказать по поводу обмена опытом между станциями. По-моему, как раз там это существовало всегда. Ну, вот, насколько я могу со своей колокольни судить. После того, как я общался с другими людьми, которые именно работники станции. А то, что отсутствие информации, и это, конечно, была полная глупость. Тайну скрывали. Ну, по-моему, официально когда-то до 9 или 8 мая или что-то объявили. Я не помню, когда это было официальное заявление. Но я 1 мая был на демонстрации в Киеве. Вот это вот там, куда наш Щербина, по-моему, да, тогда был? Щербицкий. Щербицкий. Когда он, да, они стояли. Потом велопробег же был у нас, был. Он, по-моему, к Дню Победы что-то было такое. Но я узнал, уже принял решение тебя эвакуировать вместе с бабушкой. Когда я работал тогда в бюро путешествий, и мы получили телеграмму из ВЦСПС, ну, это Всесоюзный совет профессиональных союзов, ВЦСПС, Центральный совет профессиональных, ну, короче, профсоюз. Ага. Из профсоюза из Москвы получили телеграмму, что группы в Киев, туристические в Киев, направляться не будут. Вообще? Да, отменяются. Все группы в Киев отменяются. И тогда я принял решение погрузить бабушку с тобой. И тогда мы отвезли вас под Москву. За время, которое ты провел в зоне, с 87 получается, по 93 год, кроме знаменитого известного пожара в 91 году на втором блоке, были ли еще какие-то нештатные ситуации на станции? До меня такая информация не доходила. Если она была, то она внутри станции оставалась. Я понял. Что расскажешь о пожаре на втором блоке? Вот с крыльца вот этого хорошего, любимого бассейна мы видели черный дым над станцией. Это было. Но уже ликвидацией аварии занималась вторая вахта, а я работал на первой. То есть ты съехал с темы? Очень успел. Вовремя. Вахта кончилась. Да, а что так говоришь, что очень успел? Могли заставить работать, да? Могли бы заставить работать. Я понял, мы что, сюда работать приехали? Кстати, что мы сюда работать приехали? Знаешь, как потом называли Чернобыльский реактор? Как? Кормилец. Ага. Кстати, это такое бытовое. Я понял. Между собой. Ты видел НБК? Новый безопасный конфайнмент, вот тот, который сейчас надвинули над старым саркофагом. Мы сейчас не говорим в плане безопасности, да, все, это понятно, для чего это сделано, все, но в плане атмосферности.
Это не то, это совсем не то. Я понимаю, безопасность это святое, но вот то, что сделали, ну, похоже на ангар, которых тысячи по всей земле разбросаны. А тот саркофаг, он выполнял функции безопасности, но это был памятник человеческому подвигу, подвигу людей, подвигу, да что скрывать, героев. Тех же шахтеров, которые в одних респираторах совершали подвиг под этим реактором. Тех, кто заливал это все, вертолетчиков, которые гасили этот реактор. Это был памятник им. А это памятник, не знаю, развитию промышленных производств. И технологий. Нет, нет. Ну что, вот мы на речпорту, вот мы возле кранов. Да, здесь мы много времени потратили. Была интересная идея. Территория подвергалась огромному радиоактивному заражению. Угу. Дно, все осадки на дне. Дамбу же поставили там, перекрыли выезд. Ага. И там же только труба, только верхний слой. Кстати, за этой трубой самое рыбное место. Судаков ловили там, ну просто, вот я первый раз в жизни такое количество судаков и даже пробовал ловить, и даже вытаскивал. Судаков. Именно судаков. Здесь. Вот именно такое место. Это После уже аварии. на речке. На речке. После аварии. После аварии, на речке. И чё, как? И нормально. Ребята проверили в лаборатории. Мясо чистое. Даже отсюда щук вытаскивали, проверяли на загрязненность. Мясо чистое, кость грязная, да. То есть кости и А вперед. кто рыбу с костями ест? Ну, мало ли. Ну, это только... Зависит от количества шила, ты же Ну понимаешь. да. Ну, такого же количества шила даже у нас не было. Там же после третьего шила уже как-то и пофигу, есть Ну там да, кость, да. нет. А здесь собирались, и тогда пригнали сюда земснаряд, привезли земснаряд, поставили, смонтировали систему. Вот там отсюда уже все заросло, не видно. Там на берегу бетонная баржа, которая еще с довоенных времен, на которых зерно возили. И вот эту баржу собирались сделать как фильтрационную станцию, чтобы эту воду, ил грязный, закачивать, через систему фильтрации чистую воду свозить. Но Советский Союз распался, и пропала эта идея. Вот. Чтоб так оно... Да, я не знаю, она так и не выполнилась. Но идея была, конечно, хорошая. Но ее, чтобы поднять это... Я же так понимаю, когда вот здесь работали, город было видно, как на ладони. Здесь было видно все. То есть сейчас о том, что здесь город, да, можно увидеть, он сценарий гербовой. Вот крышу чью-то видно. Ну, это же гербовая. Так, да. Здесь город был открыт, все. То есть это превратилось в естественную природную среду обитания. В общем, город тебя впечатлил, да, своими изменениями? Так я города не видел, я был в тайге. Да ладно. Мы по центральным улицам даже походили и поездили. Ну, по одной из. Да, кстати, Чернобыль тоже здорово изменился, зарос, стал совсем другим. Ну, Чернобыль же Память обитаемый. осталась. Чернобыль же обитаемый. То, учитывая тот факт, что в Чернобыле жило до аварии 13 тысяч человек, сейчас живет 2 с натяжкой. Возвращаясь к теме шила, вот не дается нам ничего покоя. Ну, у тебя же нет проблем с отсутствием шила или с его наличием. Оно тебя не должно интересовать вообще. Тихо, нормально все нормально. Вопрос такой. Распространенный миф. Каберне, красное вино и водка спасают от радиации, правда? Насчет Каберне не знаю, а вот шило очень надежная вещь. Все-таки, может, а водка? Ну, говорят, на подводных лодках пьют сухое вино. На дизельных. Даже на дизельных. Я понял. Ну, это папа мне так рассказывал. Я понял. Последний вопрос. Какую же все-таки дозу получил Самойленко за все время нахождения здесь? На неоднократный вопрос от многочисленного количества телекино, и радио, прессы. Вопрос: Юрий Николаевич, так какую вы все-таки дозу получили? Он всегда отвечал: это мое личное дело. Вот на этом, наверное, друзья мои, закончим.
Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, стучите в колокол. Пока.